Приветствую всех у себя на канале «Занятия для души. Вязание с Натальей Волковой». Отдельный привет хочу передать спонсорам моего канала, а также донатам группы ВКонтакте. Мне очень приятно, что вы поддерживаете мое творчество. Итак, сегодня я продолжу знакомиться с новой пряжей. Это итальянская бобинная пряжа, которую я совсем недавно заказала в интернет-магазине итальянской стоковой бобинной пряжи Бобинка Шоп. Эту пряжу я заказала специально для летней кофточки. Пряжа шикарного цвета, сиренька, с таким же шикарным составом. Это 57% шелк, 43% хлопок. Пряжа шелковая, шелковым эффектом, очень красивая. 100 грамм 600 метров. Пряжа имеет объемную скруточку, подходит как для вязания крючком, так спицами, а также можно вязать на вязальной машинке. Но на данный момент пока что я не определилась еще, как я буду выполнять свою кофточку, то есть пока что я только знакомлюсь с этой пряжей. На данный момент у меня уже подготовлено видео МК и выложено у меня на канале. Вот я вязала с этой пряжей, это вязала спицами в одну ниточку, как вы видите, смотрится достаточно красиво и интересно узорчик. И сегодня я хочу попробовать связать с этой пряжи образец крючком и уже потом определиться все-таки, какую я буду вязать кофточку. Значит, на кофточку я планирую подготовить подробное бесплатное видео МК, поэтому если вы не подписаны на мой канал, то подписывайтесь, потому что чуть позже будет выложено видео МК именно на кофточку. Но от тебя хочу сказать, что совсем недавно у меня вышел обзор на мою новую летнюю кофточку, связанную крючком. Фото я покажу. Оставлю вам также вот здесь вот ссылочку, где вы можете пройти посмотреть этот видео МК. То есть, возможно, вас заинтересует и эта моделька. Значит, в двух словах хочу сказать по поводу данной пряжи, еще уделить пару минут времени. Как я уже сказала, приобретала пряжу в магазине Бобинка Шоп, интернет-магазин итальянской бобинной стоковой пряжи. Прекрасный магазин с очень и очень внимательными девушками-менеджерами, которые вам подскажут по пряже, то есть помогут выбрать в огромном ассортименте пряжи. Также подскажут, сколько вам необходимо взять, потому что так как это бобинная пряжа, то есть вы не обязательно должны брать прям целыми бобинами, мотками, то есть вам отмотают нужное необходимое количество пряжи. Дополнительный бонус при покупке в этом интернет-магазине — это то, что вы можете попросить до 5 образцов пряжи, которая вам, например, понравилась, и вы хотите ее тактильно пощупать, потрогать, посмотреть, как она выглядит. То есть при покупке вам могут положить до 5 образцов этой пряжи. И также дополнительный бонус для моих подписчиков, для тех, кто смотрит мои видео МК, это скидочка 10% на первую покупку по промокоду Петелька. Поэтому пользуйтесь данной скидкой, потому что промокод он действует определенное количество времени, не пропустите этот момент. Это именно пряжа называется Морея. Если вдруг у вас возникнет вопрос, я вам покажу именно картинку, как она выглядит. Также я оставлю в описании к данному видео ссылочку на телеграм-каналы данного магазина, где вы сможете найти фото, видео различные по пряже, сделать заказ, а также ознакомиться с отзывами других покупателей. Лично мне данный магазин очень даже понравился, поэтому переходите по ссылочкам, смотрите, покупайте, знакомьтесь. Пока я подготавливаю видео МК кофточки, то вы сможете себе также приобрести эту пряжу и вязать со мной. Итак, сегодня я хочу связать образец по данной схеме и заодно посмотреть, что мне все-таки больше нравится, как эта пряжа смотрится в спицах или в крючке. Значит, раппорт узора состоит из 8 петелек, вот я его отметила. На образце набрано здесь 23 воздушные петли, это у нас получается 2 полных раппорта узора, 4 петельки это половинка получается третьего узора, и 3 воздушные петли это для подъема, то есть это мы начинаем работать, то есть необходимо будет набрать 23 воздушные петли. Значит, данную схему я оставлю вам в конце
этого видео МК перед фото других своих работ, поэтому вы также при желании сможете распечатать эту схему и по ней работать. Итак, первое, что необходимо будет сделать, это произвести набор из 23 воздушных петель. Я взяла при этом крючочек номер 2,5. И мы начинаем делать первый ряд. Это 23 воздушные петли. То есть вот таким вот образом я делаю закрепление. И далее мы вяжем 23 воздушные петли. Вот по такому принципу. Итак, вот я набрала цепочку из 23 воздушных петель. То есть вам в свою очередь, конечно, если необходимо будет связать образец большего размера, то есть вы набираете количество петель кратное 8, плюс 4 петли, это у нас получается от следующего раппорта, и 3 воздушные петли для подъема. То есть по такому принципу вы производите расчет. И далее мы вяжем следующим образом. То есть вот у нас получается здесь следующий ряд, вот он здесь показан. Мы провязали вот цепочку и продолжаем вязать. То есть далее я провязываю один столбик с накидом, который мы провязываем в пятую петлю. То есть отсчитываем 1, 2, 3, 4 и в пятую петлю я провязываю один столбик с накидом. Далее 3 воздушные петли. И через одну воздушную петельку во вторую петлю мы провязываем один столбик без накида и еще один столбик без накида. Первый ряд он, конечно же, будет не очень так удобно вязать, но потом я думаю, что будет попроще. 3 воздушные петли, через одну петельку мы провязываем столбик с накидом. 1. И согласно схеме нам необходимо провязать 4 в общей сложности столбика с накидом в каждую петельку. Так, вот второй столбик, третий, четвертый. 4 столбика с накидом, 3 воздушные петли. Через одну петельку воздушную во вторую мы провязываем один столбик без накида, еще один столбик без накида в следующую петлю воздушную, 3 воздушные петли, через одну петельку провязываем столбик с накидом и еще 3 столбика с накидом. Три воздушные петли и один столбик без накида мы провязываем через одну воздушную петельку. То есть вот мы с вами закончили вязать, получается, первый ряд. То есть вот смотрите, в конце ряда мы с вами закончили 3 воздушные петли и 1 столбик без накида. В первую петельку мы провязали. Далее мы с вами вяжем второй следующий ряд. То есть вот он у нас начинается. Для начала необходимо связать 5 воздушных петель для подъема. 3, 4, 5. Поворачиваем работу и провязываем 4 столбика без накида в предыдущие столбики с накидом. То есть вот таким вот образом. 1, 2, 3 и 4. 4 столбика без накида провязали. Далее у нас получается 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель.
5 воздушных петель. И также предыдущие 4 столбика с накидом, которые мы провязывали, мы провязываем 4 столбика без накида теперь. Четыре. 5 воздушных петель. И вот мы с вами дошли до конца ряда. Смотрим, что здесь у нас получается. Мы должны провязать один столбик без накида вот в первый столбик, который мы провязывали, и еще один столбик без накида в предыдущую цепочечку подъемную. Поворачиваем работу и вяжем следующий, получается, третий ряд. Вот он у нас на схеме показан, условное обозначение. Делаем одну воздушную петлю для подъема. Далее провязываем один столбик без накида в первую петельку. 3 воздушные петли и 4 столбика с накидом мы провязываем вот в эту петельку. 1, 2, 3, 4. 4 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 2 столбика без накида. Это получается мы провязываем во вторую и в третью петельку предыдущего ряда. Вот. 3 воздушные петли и 4 столбика с накидом мы провязываем в предыдущую петельку. Вот. 3 воздушные петли и 2 столбика без накида провязываем в предыдущие петельки, вторую и третью. Так мы практически уже дошли до конца ряда, то есть 3 воздушные петли, 1 столбик с накидом у нас идет. И смотрим уже здесь по схеме, получается еще 1 столбик с накидом мы должны сделать. Вот, мы закончили третий ряд и переходим на четвертый ряд. Вот он на схеме у нас показан. Для начала необходимо сделать одну воздушную петлю для подъема. Поворачиваем работу, провязываем 2 столбика без накида в предыдущие петельки. 1, 2. Далее 5 воздушных петель. 5. И 4 столбика без накида провязываем предыдущие столбики с накидом. 1, 2, 3, 4. 5 воздушных петель. И 4 столбика без накида провязываем в предыдущие петельки, столбики с накидом. 3, 4. Вот так вот получается у нас все. Дошли уже, получается, практически до конца ряда. Делаем одну воздушную петлю, делаем 1 столбик с накидом в самую первую петельку
Итак, вот мы с вами провязали 4-й ряд, и это ровно 1 раппорт узора в высоту. То есть вот здесь вот, если вы посмотрите на схеме, получается, что вот мы с вами провязали вот до этого участка. Вот до этого участка. И далее у нас идет повтор с первого вот этого вот ряда. Для того, чтобы узор был более отчетливо виден, я провяжу его еще немножко за кадром, отпарю немножко полотно для того, чтобы оно более красиво смотрелось, и покажу вам, что у меня и как получилось. Итак, я провязала еще немножко данный узор. У меня получился вот такой вот образец. Этот образец я уже отпарила, поэтому он у меня ровненький получился. Значит, со своей стороны хочу сказать, что пока что я все-таки нахожусь в раздумьях, как я буду вязать эту летнюю кофточку, потому что, как я уже говорила ранее в видеообзоре непосредственно этой пряжи, именно распаковочки этой пряжи, то есть мне нравится и как узоры, связанные крючком, то есть они более такие ажурные, но у них есть минус, то есть это вот эти вот большие дырочки. Также мне нравятся вот и узоры, связанные с спицами, поэтому пока на данный момент я еще прорабатываю модель летней кофточки, которую буду вязать. Но обязательно МК сделаю. Напоминаю, МК будет бесплатный, поэтому при желании вы его сможете посмотреть. Постараюсь подготовить модельку кофточки, которую вы сможете подогнать под любой размер, потому что очень часто бывают такие ситуации, что выполняется изделие на один размер, а у вязальщицы совершенно другой размер, и вот возникают вопросы. Поэтому я постараюсь проработать модельку такую, которую можно будет подогнать при желании под любой размер. Но тем не менее я могу сказать, что пряжа мне очень понравилась. И как она смотрится в спицах, и также как она смотрится на вязании крючком. Полотно получается очень мягенькое, нежненькое, шелковистое. Думаю, как для летней кофточки будет идеальный вариант. Поэтому напоминаю, если вы также захотите приобрести себе такую пряжу, чтобы потом вязать вместе со мной кофточку, то сможете пройти по ссылочке в описании к данному видео. Не забываем про промокод «Петелька», по которому вы сможете получить 10% скидку на свой первый заказ. Также не забываем пользоваться услугой данного интернет-магазина, а именно то, что вы можете попросить до 5 образцов различной пряжи для домашнего ознакомления. Ну, опять же, как я говорю в видеообзоре данной пряжи, если вы находитесь в Санкт-Петербурге, то при желании вы можете приехать в магазин непосредственно и ознакомиться на месте уже с этой пряжей. Вся информация предоставлена на сайте. Или можете написать в телеграм-канал, на который я также оставлю ссылочку в описании. Итак, очень надеюсь, что данное видео МК было вам интересным и полезным. В конце этого видео я оставлю фото других своих работ, на которые у меня уже подготовлены видео МК. Поэтому, если вы что-то пропустили, то можете зайти ко мне на канал «Занятия для души. Вязание с Натальей Волковой» и посмотреть, что вам понравилось. Подписываемся на мой YouTube канал. Также я оставлю ссылочку в описании к данному видео на свою страничку ВКонтакте, на группу ВКонтакте. Поэтому также подписываемся, добавляемся в друзья. Буду всем рада. Досматриваем видео до конца, ставим лайк, если вам понравилось. Делимся данным видео со своими друзьями, если вдруг кто-то у вас также любит заниматься рукоделием и вязать. Итак, до новых встреч!